Привет, и добро пожаловать на введение в Limiter 6 Gentleman's Edition. Мощный динамический процессор от Tokyo Dome Labs. Это больше, чем просто лимитер. Он также включает в себя модуль софт и хард клиппинга, лимитер для высоких частот и компрессор, основанный на популярном плагине Molotov. Модули можно перетаскивать вправо и влево, чтобы изменить порядок обработки, или спрятать те, которые сейчас не нужны. Справа расположена измерительная секция, которая показывает истинный пиковый уровень и громкость, измеренную по стандарту EBU R128, так что вы сможете легко добиваться соответствия с современным стандартам вещания. Если вас смущает огромное количество опций, давайте начнем с пресета «Минимальный максимайзер». Переключим измеритель громкости в кратковременный режим и поднимем входной уровень в лимитер ручкой Drive. Можно сделать действительно громко, если нужно. Но громкие мастеры будут все равно автоматически понижены в громкости на стриминговых платформах. Поэтому в настоящее время лучше придерживаться уровней порядка минус 12 LUFS. Если открыть настройки измерительного модуля, можно установить требуемый уровень, который будет выделен треугольниками на индикаторе громкости. Также можно переключиться в относительный режим, если вам больше нравится, чтобы требуемый уровень выводился как 0. Даже на этом относительно невысоком уровне громкости мы сталкиваемся с проблемой. Если переключать кнопку Bypass, громкость будет значительно меняться, что не позволит нам адекватно сравнить обработанный и необработанный звук. Режим AutoPad предлагает удобное решение. Он понижает уровень выходного сигнала, не отображает на индикаторах уровня. Так что оба сигнала будут иметь одинаковую громкость. Это позволит нам лучше определять разницу в звуке до и после обработки. Лимитер установлен в режим Brick Wall, так что сигнал никогда не переходит через порог Threshold. Установим его в -1, так чтобы оставить небольшой хедрум для алгоритмов сжатия с потерями, таких как MP3 или AAC. Щелкнем правой кнопкой мыши на пиковом индикаторе и установим режим максимального истинного значения. А затем кликнем левой кнопкой, чтобы сбросить значение. И можно убедиться, что интерсэмпл пики не проходят. В режиме Brick Wall лимитер использует Look Ahead с возможностью выбора 3 значений. Длинный Look Ahead может звучать чище при сильном лимитировании и при этом сгладить транзиенты. Это хорошие настройки для прозрачного звучания, и, возможно, это именно то, что вам будет нужно. Но можно углубиться и начать формировать звучание различными способами. Выключим режим Brick Wall и сразу заметим активность на выходном красном лимитере. Выходной лимитер всегда стоит в конце цепочки, в отличие от других модулей, и представляет собой как бы последний рубеж обороны. Убедимся, что он находится в режиме True Peak Mode, так он будет ловить межсэмпловые пики, и установим выходной уровень так, чтобы оставить хедрум в 1 дБ. Но обычно лучше не нагружать выходной лимитер слишком сильно. Поэтому давайте понизим порог на пиковом лимитере, так что теперь он будет выполнять немного больше работы. Время релиза лимитера программно зависимо, но мы можем использовать ручку Recovery для ускорения этого времени. Это может помочь нам справиться с короткими жалящими пиками. Или сделаем его медленнее, что может лучше обрабатывать низкочастотную составляющую, а также привлечет больше внимания к ударным, так как уровни будут просаживаться немного на большее время после каждого удара. Сейчас мы находимся в однополосном Full Band режиме, но иногда переключение в многополосный режим звучит лучше. Особенно при наличии громких всплесков вокруг определенной частоты, например, как сильные удары бас-бочки или партия баса. Многополосный режим разделяет сигнал на 3 полосы с помощью суперпологих и прозрачно звучащих кроссоверов в районе 160 и 6 кГц. Относительные пороги устанавливаются автоматически с использованием сложного интеллектуального связывания между полосами. Но мы можем повлиять на этот процесс с помощью ручки Focus, которая дает приоритет низко- и высокочастотным пикам в своем минимальном положении или среднечастотным пикам в максимальном положении. Важно помнить, что многополосный режим не обязательно будет звучать лучше. Но в этом случае мне нравится, как он контролирует низы, а также склеивает бас-бочку и бас.
Однако алгоритм однополосного режима не менее сложен, поэтому изменения в нагрузке на процессор будут незначительными. А также однополосный режим может звучать лучше, поскольку он лучше сохраняет оригинальный частотный баланс. В настоящий момент мы нагружаем выходной лимитер немного сильнее, чем хотелось бы. Поэтому давайте отобразим модуль клипера и поставим его в цепочку после пикового лимитера. Нам больше не нужно поднимать уровень, поэтому оставим драйв на нуле. И переключимся в режим Brick Wall. Установим порог -1, чтобы сохранить предпочитаемый headroom. Теперь клипер подавляет пики, которые проскочили пиковый лимитер. Увеличение колена клипера сделает клипирование более мягким, и добавленные гармоники будут придавать теплоты звучанию. Но при этом клипер будет чаще вносить изменения в сигнал. Уменьшение колена приведет к яркому, возможно, даже резкому звучанию. Но при этом клиппинг будет происходить реже. Если вы хотите ловить только очень короткие пики, то более жесткое колено будет звучать более прозрачно. Также можно использовать ручку Separation для переключения между широкополосным клиппингом в нулевом положении и многополосным клиппингом в положении 100%. При этом также используются 3 полосы и суперпологие кроссоверы, не создающие проблем с фазой. Даже в полностью многополосном режиме клипер неплохо работает в режиме Brick Wall, пропуская совсем немного межсэмпловых пиков, которые попадают в выходной лимитер. Окей, теперь начнем сначала, но будем использовать немного другой подход. С использованием клипера в цепочке перед лимитером. Поднимем уровень на входе клипера, пока клипер не станет немного подрезать пики. Если нагрузить клипер слишком сильно, то мы получим явные искажения. Ну, собственно, это то, к чему приводит клиппинг. Однако аккуратное использование клипера для коротких пиков может звучать абсолютно незаметно. И такое подавление пиков перед тем, как они попадут в лимитер, позволит избежать избыточной реакции лимитера. Установим порог лимитера для обеспечения разумного выходного уровня и для достижения требуемой громкости поднимем входной уровень. Конечно, при работе лимитера в режиме Brick Wall нам не нужна работа клипера в таком же режиме. Поэтому можно смело попробовать другие опции. Режим Open применяет больше клиппинга для высоких частот, и это может смягчить высокочастотные пики и привести к более мягкому звучанию. В то время как режим LF клиппинг основан на клиппинге низких частот, что позволяет получить контроль над глубокими, низкими басовыми линиями, такими как это. Клиппинг — процесс мгновенный, поэтому в нем отсутствуют такие эффекты перекомпрессии, как пампинг или бридинг. А дополнительные гармоники, добавляемые клиппингом, могут придать басовой линии разборчивость и сделают ее более ощутимой на маленьких динамиках, которые не могут нормально воспроизводить низкие частоты. Ручка Separation в этом режиме имеет значительное влияние. Лимитер 6 обеспечивает большую гибкость в установке уровней сигнала, проходящего через модули. В данном случае я сбалансировал добавленный уровень между модулями клипера и лимитера. Теперь скопируем эти настройки в память B, уменьшим параметр драйв клипера до 0 и уменьшим порог клипера на точно такое же значение. Клипер теперь работает точно так же, только уровень выходного сигнала на 7 дБ ниже. Поэтому давайте добавим эти 7 дБ ко входу лимитера. Если переключиться между настройками, то ничего в звуке не поменяется. Но так как уровень был добавлен в лимитере, можно добавить байпас в клипере без изменения общего уровня и легко услышать разницу, которую вносит клипер. Обратите внимание, насколько жестче басовая партия нагружает лимитер с выключенным клипером.
Давайте рассмотрим высокочастотный лимитер. Это единственный модуль без ручки Drive, так как он работает исключительно с высокими частотами. Понизив порог, можно увидеть, как он начал реагировать и подавлять высокочастотные пики, в точности как динамический полочный фильтр высоких частот или как самая последняя полоса многополосного лимитера. Можно настроить частоту среза для ограничения и послушать только высокочастотный сигнал, который будет обработан. Крутизна фильтра очень пологая, и можно добиться довольно сильного лимитирования, пока оно не станет явно заметным. Модуль отлично подходит для контроля над грубыми, высокочастотными элементами, такими как резкие удары по тарелкам или чтобы подавить высокие частоты для получения более теплого винтажного звучания. Если клиппинг вдруг делает звучание резким, то можно поместить лимитер высоких частот после клиппера, чтобы подавить эти верхние гармоники. Также этот модуль включает в себя менее привычный относительный режим. Если включить его, то ручка Threshold заменяется ручкой Range. В этом режиме пороговое значение плавает и определяется общим уровнем сигнала. Так что нам остается всего лишь установить желаемый уровень лимитирования. Таким образом, относительный режим не зависит от уровня сигнала. Если поместить модуль в цепочку после лимитера, то он будет реагировать в общем так же, несмотря на 10 дБ разницы в уровне. Это означает, что он будет следовать макродинамике музыки, подавляя высокочастотные элементы в тихих местах так же эффективно, как и в громких местах. И последний, но не менее важный элемент — модуль компрессора. Как и в других модулях, здесь присутствует ручка Drive для регулировки входного уровня и ручка Threshold. В этот раз мы имеем возможность также задавать ratio и время атаки и восстановления. Доступны 3 различных режима компрессора. Режим альфа звучит чисто и прозрачно и может склеить миксы, а также добавить плотности или панч. Режим Sigma знаком пользователям компрессора Molot, и он придает больше характера звучанию. В особенности, если посильнее нагрузить компрессор, так как время атаки и восстановления зависит от уменьшения уровня сигнала в результате компрессии в этом режиме. Очевидно, что текущие настройки звучат тяжеловато для данного трека. Тем не менее, все модули предоставляют параметр Dry Amount, который позволяет подмешать необработанный сигнал для параллельной обработки. Необработанный сигнал включает в себя гейн, добавленный ручкой Drive, а индикаторы уровня показывают реальное общее уменьшение уровня. То есть, если поставить Dry Amount в 100%, мы не увидим вообще никакой активности. В то время как значение в районе 70-80% приводит к небольшой компрессии в 1-2 дБ. Особенностью третьего режима, Leveler, является небольшой гистерезис вокруг Threshold, что помогает достичь натурального звучания даже при высоких значениях ratio, как, например, в этом видео обработана динамика голоса диктора. Обратите внимание, что обработка переключена в режим моно в верхней части, и, как следствие, кнопочки в верхнем правом углу каждого модуля стали недоступны. Давайте переключимся обратно к плагину, который обрабатывает музыку в режиме стерео, и нажмем кнопку в верхнем правом углу компрессора для переключения в режим Mid-Side, который предоставляет возможность управления стереокартиной. В этом режиме настройка Drive уменьшается в размерах и теряет ручку, но все еще управляет уровнем всего стереосигнала, как и раньше. Только теперь она дополняется новым параметром Width Drive, который управляет относительным уровнем бокового канала, представляющего собой разность между левым и правым сигналом. Убавьте Width Drive для уменьшения разницы между левым и правым сигналом и сужения стереокартины. Или добавьте для увеличения разницы между каналами и расширения стереокартины. Параметр Threshold тоже потерял свою ручку, но при этом работает точно так же, как и прежде, управляя общим порогом для каналов M и S.
Однако режим MS использует независимую, не связанную компрессию для каналов M и S. Так что мы имеем также параметр Width Threshold, который устанавливает порог S канала относительно порога M канала. Если он равен нулю, это означает, что порог S канала точно такой же, как и порог M канала. Однако, в то время как установка Width Drive в 0 не приводила к изменениям стереокартины, в случае с Width Threshold результат будет отличаться, так как реальные стереосигналы практически всегда имеют меньший уровень для S-канала относительно M-канала. Установка порога S-канала в такое же значение, как и для M-канала, приведет к большей компрессии M относительно S, что мы можем видеть на сдвоенном индикаторе Gain Reduction. Одна из стрелочек вообще не движется. Это означает, что мы сосредоточили компрессию на элементах в центре панорамы, в то время как разница между левым и правым каналами осталась не скомпрессированной. Так как S-канал обычно содержит большое количество ревербераций и пространственной информации, такой подход может приводить к более открытому звучанию, с большим эффектом пространства и глубины. Но также это означает, что результирующий сигнал будет звучать немного шире. И если он становится слишком широким, это можно скомпенсировать небольшим отрицательным значением Width Drive. Либо, если стереокартина слишком широкая в некоторых местах песни, вы можете уменьшить Width Threshold и динамически сужать стереокартину в случаях, только когда S-сигнал становится слишком громким. Все основные модули поддерживают режим Mid-Side, что открывает ряд интересных возможностей. Например, можно расширить общую стереокартину с помощью MS-компрессии, а затем использовать высокочастотный лимитер, чтобы динамически уменьшать ширину только в высоких частотах. Это может добавить ощущение большего пространства и глубины, но сохранит высокие частоты сфокусированными в центре. Если в вашем материале резкие пики находятся в основном в моно, попробуйте переключить модуль клипера в режим MS, оставив параметр Width Threshold на нуле, так что пороги M и S будут одинаковыми. В результате клиппинг будет происходить больше на M-канале, чем на S, что опять же позволит сохранить ощущение пространства и глубины. Прежде чем закончить, хочу показать вам еще один, немного неочевидный способ обработки стереосигнала. Если кликнуть с кнопкой Alt по кнопке стереорежима, включится несвязанный стереорежим, когда левый и правый каналы имеют одинаковые настройки, но обрабатываются независимо. Несвязанная компрессия для стереосигналов с технической точки зрения может считаться некорректной, так как приводит иногда к сдвигам в стереокартине. Но, конечно, все это имеет смысл, если хорошо звучит. Несвязанная компрессия может иногда звучать лучше для громких, широко панорамированных элементов, так как позволяет избежать взаимного подавления противоположных каналов, а небольшие сдвиги в стереокартине могут добавить в микс движение и интерес. Как обычно, предоставьте своим ушам судить об этом. Аналогичным способом можно развязать каналы лимитера, но имейте в виду, что кратковременное лимитирование и так всегда не связано, так что это будет иметь влияние только на медленные изменения. Клипер всегда не связан, поэтому эта опция для него не работает. Лимитер 6 ставит в приоритет качество обработки, и его работа со всеми включенными модулями будет сравнима по загрузке процессора с аналогичной цепочкой плагинов. Если загрузка процессора становится слишком высокой, можно включить режим Echo, который обеспечивает качество обработки, сравнимое с высоким качеством во многих других плагинах. Или если задержка становится проблемой, можно перейти в режим Low Latency. Однако для большинства мастеринговых проектов задержка и загрузка процессора не являются проблемой, поэтому режим Precise должен вполне подходить. Режим Insane приводит к еще большему увеличению загрузки процессора, однако не ожидайте услышать такое же улучшение в качестве. На практике разница в звуке в большинстве случаев будет почти неразличима. И, наконец, можно добавить 16-битный дизеринг из этого меню с автоподавлением, так что он автоматически выключается, если на входе нет сигнала. Перед рендерингом не забудьте выключить режим AutoPad. На этом давайте закончим. Вы можете включить режим динамической справки в верхнем правом углу и наводить курсор мыши на элементы интерфейса, если вам нужна дополнительная информация. Или можно открыть руководство пользователя через диалог About. Спасибо за внимание.